Всем привет, кто зашел на мой канал. Хотелось вкратце вам показать свой блок питания, точнее лабораторный блок питания. Ранее был он у меня, но без платы преобразователя понижающей. Использовал я ток для ремонта сотовых, а также ноутбуков. Этот блок питания называют 2 в 1, так как ранее я им пользовался, но не было регулировки по току, то есть токозащиты. К старому блоку питания относился выходной транзистор на мощный радиатор. Блок питания на 5 вольт. И еще там есть один 6 на 6 вольт. Это на питание амперметра, а также вольтметра. Почему отдельное питание, объясню в следующем видео. Кулер установлен, трансформатор от бесперебойника взят. Плата была собрана на не текстолитовой плате, а на обыкновенной картонке. Работает в пределах 5 лет. Собранный диодный мост на обыкновенной плате. Маркировка их КД 202. Вырезана плата из бесперебойника. Диодный мостик со составленной схемой отдельно по транзистору для включения кулера через терморезистор. Включение на охлаждение происходит за счет терморезистора через эту плату. Плата питается точно так же от выходного, но только от другой обмотки. Третий многооборотный регулятор сопротивления установлен на первый блок питания. Работает как 2 в 1, попеременно. Можно включить эту плату, можно включить вот этот блок питания. Почему так сделал? Потому что мой блок питания в принципе меня устраивал, он мне очень нравился. Если при коротком замыкании, при выходном напряжении было короткое замыкание, сама плата не выходила из строя, а выходил из строя только предохранитель. Как работает, будет в следующем видео рассказано, если кому интересно. Конечно, можно посмотреть, если обратить внимание на провода, то там, можно сказать, каламбур. Но это для меня не страшно. Во-первых, это не для продажи, чисто для себя. Система эта работает на ура. Ничего с ней не происходит. Там провода установлены ранее были, можно сказать, не совсем хорошие, потому как по току, например, надо было бы помощнее провод ставить. И вот после установки этой платы я там конкретно все сделал. И все нормально работает. Так, что еще могу вам сказать по этому блоку питания? Ну, еще было вырезано из платы бесперебойника фильтр для трансформатора и установлен сюда. Это у меня переменный потенциометр проволочный, специально для включения питания микроскопа, чтобы лампочки включались не до конца по мощности, а чтобы можно было регулировать яркость свечения. Ну все, в принципе, все показал. Ну, транзистор это выходной у меня стоит КТ 819 ГМ. Схема сама, она есть в интернете. Вроде бы все. Собирать его пока не собираю, так как еще не пришли кнопки к нему на включение питания. И кое-что потом заизолировать, чтобы ничто не коротнуло, ничто. В принципе, можно его собирать в кучу и работать им. А следующее видео покажу, как это блок при собранном состоянии будет работать. Все. Всем пока, кому было интересно.
пишите письма. Всем пока!